Когда вы плетете большое изделие, то удобно подготовить сразу большое количество материала. Некоторые говорят, что заливать кипятком его не обязательно. Это ваше право. Кто-то просто заливает холодной водой или просто теплой водой. Но я считаю, что вот, например, такие дефекты могут представлять собой какую-то опасность. Особенно если изделие будет где-то на столе или хранить вашу одежду. Конечно, сырье с дефектом можно удалить, но вы можете где-то и не досмотреть. То есть могут быть какие-то споры плесени или какая-то грязь, какая-то инфекция. Зачем нам нужны эти риски? Лучше сделаем безопасно и заодно более податливым будет материал. Сырье, даже хорошо сцеженное, все-таки еще очень влажное и не подходит для плетения, потому что оно будет дольше сохнуть уже в готовом изделии, и в принципе работать, когда из материала еще капает вода, не совсем удобно. Поэтому либо нужно досушить на полотенце, разложив на весь стол, но это дольше и занимает место. А можно как-то слоями на полотенце просушить просто вот промоканием. Сейчас покажу свой способ. Я помещаю сразу все сырье в ненужную, достаточно плотную наволочку. И если потрясти эту наволочку, то сырье там переворачивается. И со всех сторон собирается лишняя влага. Я это делаю двумя руками, просто здесь показываю сейчас. Таким образом мы быстро получаем большой объем сырья в нужной нам степени влажности. Оно увлажненное, эластичное, но не мокрое. Во время плетения вы можете держать сырье на полотенце, либо в целлофановом пакете. А вот если вы понимаете, что не успеете обработать все сырье за один присест, тогда есть два пути. Либо вы раскладываете сырье и полностью высушиваете, и в следующий раз заливаете по-новому кипятком. Этот вариант более безопасный. А второй вариант – это собрать его в целлофановый пакет и подержать в холодильнике. Держать сырье в холодильнике в таком виде лучше не больше 2 дней, потому что по моему личному опыту потом оно может покрыться черными точками плесени и сырье будет испорчено. Когда вы плетете корзину, выводите именно высоту, то руки будут на весу. Это достаточно утомительно. Поэтому, когда вы немножко поплели, мне удобнее плести на столе, потому что на коленях или на полу как-то я больше устаю в любом случае. А так мы плетем. Когда руки устали, взяли прищепочку и зафиксировали. Временно убрали. И переходите к плетению более плоского элемента. Это будущая крышка. То есть можно начать одновременно 2 заготовки и вести их параллельно одну за другой. В более ранних видео я показывала, как ускорить и облегчить плетение при помощи веревки. Но если плести большое изделие и более грубое, то можно вкладывать внутрь вот нашего жгута не сам материал, которого иногда недостаточно, а любые подручные материалы. Это могут быть отрезки ткани. Вот в моем случае это остатки наволочек, простыней старых и ненужных шириной от 8 до 12 сантиметров. То есть чем плотнее ткань, например, джинсовая, там может быть и 8 сантиметров. В моем случае это 10 сантиметров. Покажу небольшой свой лайфхак по тому, как крепить следующую полосу ткани. То есть если просто ее вкладывать, она будет вываливаться, и не совсем удобно это происходит. Поэтому еще на подходе к этому месту, где ткань будет добавляться, значит, укладываем эту полосочку
Можно ее свернуть. Вот примерно к этому месту, где вот тут у нас уже начиналось сужение. Так. Подворачиваем. Все примерно в жгут. И вот в этом месте, примерно на середине, можно закрепить прищепкой. Дальше мы плетем достаточно свободно и уверенно, потому что здесь у нас уже все держится. Здесь я еще повторю этот элемент с треугольником. Так, дошли до этого места. Прищепку можно убрать. Ткань у нас уже зафиксирована. И дальше жгут пойдет уже своим чередом. Так что вот такая мелочь, а приятно. Кроме ненужных тканей, можно использовать сухую траву или провода. Но провода должны быть в оплетке для того, чтобы они не заржавели или не окислились и не испортили изделие. Выбор нитки — это достаточно творческое дело, потому что здесь есть три варианта. Либо ниточка в тон, когда у нас есть уже какой-то интересный акцент, вот как, например, здесь, и не хочется, чтобы что-то выбивалось еще. Второй вариант — это нитка на контрасте в тон основного изделия. Вот так вот, тоже интересно, но она будет тоже достаточно ярко смотреться и выбиваться. И еще один вариант — это более темная в тон декора, что тоже может быть красиво и выразительно, и таким небольшим акцентом станет.